Вот знаете, я не хотел как-то дополнять свое видео по Pizza Tower. Мне кажется, я сказал все, что хотел, даже с учетом обновлений. Я прошел все уровни на P-ранг, но делать видео про это желания нет. Ачивки за хэллоуинское обновление я так и не получил, а играть за Нойзи оказалось очень больно, и я плакался в подушку, проходя первый этаж на ранг P. Однако 27 августа прошел Indie Direct от Nintendo, где показали релиз игры на Switch. И это, конечно, круто, больше людей поиграют в такую шикарную игру, но спрашивается, с хера ли мне это должно быть интересно? Свитча-то у меня нет, каким бы Марио Боем я не был. Я подумал то же самое и изначально прошел мимо. А потом мои друзья начали писать у себя в каналах про официальный русский перевод. А потом мне уже начали писать про него. А потом я посмотрел на скриншоты и такой типа, все настолько плохо. Я своего рода переводчик, и плохой перевод я заверстучую. Хотя ладно, хер с этим, тут любой поймет, что это плохой перевод. В основном, конечно, меня смутили шрифты. В игре использован некий Russo One. А еще Arial. И ебучий Arial! Просто для понимания, игра использует собственные шрифты, а логотипы уровней вообще не постоянные, они все от руки делаются. Однако что-то пошло не так, и они просто использовали два шрифта на всю игру. И хотя уровень Вейстер шрифтом Arial, наверное, мог бы быть и в оригинале, настолько плохо, что даже хорошо, но во всех остальных местах, где использован Russo One, ощущается, насколько это неуместный шрифт, который не подходит игре. Он угловатый, предсказуемый, и это все полностью противоположно хаотичному шрифту из оригинала. Однако на этом проблемы не заканчиваются. Они в принципе никогда не заканчиваются, и я даже не уверен, в чем мы согрешили перед Господом, чтобы заслужить все это. Pizza Tower сама по себе полна каламбуров. Каламбуры с английского на русский порой очень сложно перевести. Некоторые каламбуры в переводах приходится просто вырезать, так как другого варианта нет. Но в русском переводе ни одного намека на каламбур нет. Зачастую переведено либо дословно, либо не пойми как. Названия уровней Pizzaescape и Pizzascare в оригинале отсылались друг на друга, в то время как в русском переводе первая каким-то образом превратилась в легенду о пицце, а вторая в пицца-панику. Ну и ранее упомянутый Waste-Yard, который в оригинале был словослиянием слов Waste отход, и Graveyard кладбище превратилась просто свалку. Уровни комбо тоже перевели очень банально. Чизи превратилась в так себе, хотя сыра буквально лежит на поверхности. Шеф-лайк превратилась в достойно шефа, хотя я не уверен, что кто-то на земле так говорит. Достойно звезды Мишлена или на крайний случай как у шефа, наверное, звучало бы гораздо лучше. А Анклин превратилась в банальное невероятно. Но, справедливости ради, некоторые варианты еще ничего так. Жестко и мощно звучат хорошо, я бы так и перевел заместо буквального перевода брутально. А еще таун тут перевели как провокация. В контексте игры это имеет мало смысла, да и лучше перевода для этого слова в игровом контексте, чем насмешка, дразнюка или издевка, в нашем языке просто нет. Помимо прочего, некоторый текст в игре вообще не переведен. Это коснулось фоновых спрайтов и титульников на боссах, а некоторые вещи были подвержены цензуре, как, например, уровень Oh Shit был переведен как «вот дрянь», а уровень вора перевели как «бой», что, как я полагаю, либо результат цензуры, либо они хотели специально вставить слово из 3 букв в окно и слово для 3 букв, хотя слово «война» и без того туда идеально входит. Зачем игре эта цензура, если в ней и без того самые жесткие вещи показаны графически, мне не ясно, но факт остается фактом. Еще некоторые слова переведены просто странно. Конечно, можно перевести «нёрд» как «чудик», но... серьезно? Чудик? А еще есть откровенно провальные моменты, как, например, Not the Best перевели как «не лучше всех», комментарии излишние, или «Кафе Нойзетти». Кому? Безусловно, это беглый взгляд на перевод, и я не затрагиваю весь текст в игре, но весь остальной текст примерно на том же уровне. Либо ощущается машинный перевод, либо тут и там встречаются грамматические ошибки, и, наверное, среди всего этого только все лавры достаются мне, и «возьми с полки пирожок» звучат адекватно и в чем-то самобытно. А это, на минуточку, едва ли 1% от всего текста в игре. Что пошло не так, говорить рано, у нас нет полной картины, но по видео от Twig&Tag можно приблизительно понять, что сначала к переводу на другие языки хотели привлечь фанатов, но вскоре от переводов на некоторое время решили отказаться, а фанатские проекты должны были остаться просто неофициальными переводами. Я не хочу вставать на какую-либо сторону, потому что то видео выставляет Сертифу, разработчика и кодера Pizza Tower, в излишне негативном свете. Он, конечно, сам напортачил, и вроде он и был ответственен за логотипы, но рожки на превьюшке — это какой-то детский сад. И я чувствую, что истина кроется где-то в середине. Разработчики хотели максимально лучше
лучшее качество, поэтому позвали команду профессионалов Lockit QA вместо случайных фанатов с улицы, которые, возможно, бы тешились своим статусом, мол, я работал официально с Pizza Tower, а вы нет, сосите. Но в свою очередь Торда Пицца не подозревали о том, что официальный перевод будет настолько плох. Но я просто не верю в то, что игра такого уровня позволила бы себе сделать по-быстрому корявый перевод спустя рукава. Как вариант, добавить чисто для проверки качества людей из фанбазы, чтобы они подмечали ошибки, а Lockit QA в свою очередь исправляли эти ошибки. Но имеем что имеем. Во всей этой картине особенно обидно за Translation Travesty. Наши ребята сделали очень достойный, всеми любимый перевод, и их также привлекли к официальному переводу наравне с командами из других стран. А в итоге они остались ни с чем. Конечно, их перевод все еще лежит на Game Banana, в него никто не запрещает играть, но обидно за то, что фанаты проделали работу лучше, чем, казалось бы, профессионалы. Я даже не виню переводчиков из Lockit QA. А может, немножко и виню, им за это деньги вообще-то платили. За перевод были ответственны всего 2 человека, и, возможно, им просто дали сырой текст без контекста игры, или, возможно, просто сроки поджимали. Но как бы то ни было, перевод все еще вышел очень плохим. Причем, что самое смешное, это игра, которой по сути даже не нужен перевод, так как в ней нет глубокого сюжета и в ней основное наслаждение идет от геймплея. И, наверное, никто бы не пострадал, не будь бы в игре русского перевода. Корейцам, китайцам и японцам, к слову, тоже досталось. Не могу говорить в полной мере за эти переводы, но у них как минимум со шрифтами тоже проблемы. А по словам других, там вообще тихий ужас творится. С одной стороны, хорошо, что люди со всей планеты в большей мере смогут проникнуться такой чудесной игрой. Но с другой, а надо ли это с таким переводом? Просто с таким же успехом можно играть на английском, и по итогу ты мало что потеряешь от общего опыта, чем будешь наслаждаться свалкой, рефрижератором и провокациями. А еще чудиками. Возможно, все мы в душе чудики.